Сегодня у нас на обзоре Hyundai iX20, который довольно-таки не очень популярен в странах СНГ, хотя зря. Внешний автомобиль более дамский и, скажем так, семейный, для чего в принципе он и был предназначен. Потому что я, если честно, я не представляю здорового мужика, который бы ездил на такой машинке. Я видел на смартах здоровых мужиков. Ну да. И если честно, внешне напоминает мне какой-то хэтчбэк-переросток. Тебе так не кажется? Ну, есть, если честно. Просто она вроде как бы и небольшая, и вроде бы как хэтчбэк, но она все равно какая-то вот... Это сложно передать словами. Это лучше, чтобы вы сами приехали в автосалон и попробовали эту машину. Двигатель объемом в 1,6 литра на 125 лошадиных сил и 156 крутящего момента. В паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Единственный момент, который может вас смутить, это цепь ГРМ, которую нужно периодически менять. По городу расход около 8 литров, а по трассе 5 литров. Что в принципе делает этот автомобиль еще более семейным и экономичным. Как утверждают владельцы, обслуживание здесь очень недорогое, что в принципе приемлемо в наших реалиях. Самые основные проблемы, на которые также опираются владельцы, это стояночный тормоз и слабая шумоизоляция. Теперь про багажник. Багажник здесь объемом 440 литров, а если сложить задний ряд сидений, то уже 1486 литров. Становится гораздо просторнее. Однако, моя любимая тема, переночевать в этой машине не получится, потому что вот эта вот полочка, она очень сильно прогибается, то есть под ней у нас, грубо говоря, ничего нету. И вы ее можете просто проломать. А это не очень хорошо. Конечно, можно что-то под нее подложить, и тогда будет более стойко. Так, под полкой у нас, кстати, есть еще... Она, кстати, снимается. Это плюс. Она вот так вот складывается, снимается. И вот тут вот у нас есть еще куча кармашков. То есть, в принципе, пространства тут реально много. Домкрат положить, какой-то баллонник. Это чудесно, это хорошо. Но, знаете, что не чудесно? Не чудесно то, что тут у нас докатка. То есть тут нет полноразмерной запаски. Но в принципе хорошо, что хотя бы докатка есть. Потому что даже не во всех машинах она есть. И, кстати, один из приятных бонусов этого багажника — это то, что тут есть прикуриватель. Это, я считаю, очень удобно. По поводу места в салоне. Автомобиль кажется не очень большим. Но, напоминаю, у меня рост 1,95 м. Мы садимся внутрь. Тут место над головой еще, не знаю, наверное, сантиметров 10. И посадка тут как в этом, как в чем-то большом. То есть тут высокая посадка. Не как вот в легковушках, хотя это тоже легковушка. Тут как-то ты сидишь, прям смотришь на всех. Теперь давайте посмотрим, что у нас сзади. Я сидел комфортно. Буду ли я сидеть так же комфортно здесь? У меня, во-первых, есть еще тоже, я думаю, сантиметров 5 до крыши. И оно кажется твердым, на самом деле оно мягенькое. То есть я могу опереться ногами, и мне будет очень даже мягко. И самое интересное, что я могу спокойно дверь закрыть. Место супер, хорошо. Раз уж мы уже сидим сзади, давайте поговорим про задний ряд. Тут у нас есть такой вот подлокотник. В принципе, он удобный, но, к сожалению, тут нету никаких подстаканников. Это такой момент, конечно. Меня не особо это устраивает, ну ладно. Также тут, чтобы перестегнуть человека посередине, вот есть такой вот сверху ремень. И это как вообще делается? Это вот так вот, вот сюда, да? А потом что? А, вот! Тут вот есть маленькая такая штучка, черная. В нее нужно запихнуть ремень, и типа тут человек пристегнут. Не очень практично. Да, ну, я думаю, что это просто даже не то, что не очень практично, а не очень неудобно. Ну да. Да, впрочем, как его отстегнуть? Вот эта же штука надо? Да. Да? Так, это типа вот так вот нажимаем, да? Угу. И доставай. И я... Ага, вот, да.
То есть вы открываете ремнем ремень. Это интересный момент. Корейцы даже такое умудрились сделать. Тут у нас есть разные кармашки, что в принципе нормально в автомобилях. Там у нас тоже в двери есть кармашки с двух сторон, что тоже удобно, потому что в том же 203-м Мерседесе их нету. И это очень неудобно, просто ужасно. В общем, тут есть о чем поговорить. Начнем, наверное, вот с этого вот подлокотника, который есть только у водителя. Терпила спереди тут будет без подлокотника. Но, в принципе, понятно, потому что его некуда было бы вставить, потому что тут уже находятся подстаканники. Тут два подстаканника. Это очень хорошо, это очень удобно. Тут есть тоже разные кармашки, разные там донышки. Как правильно? Донышко или донышки? В множественном числе? Да. Донышки. Донышки. Тут В есть народе. Тут есть разные донышки. И самое интересное и самое прикольное, тут два прикуривателя. В общем, их 3, но только тут спереди их 2. И также есть еще AUX и USB, что очень даже удобно. И тут в общей сумме на переднем ряду 4 подстаканника. То есть тут 2, в дверях 2. 4. Это тоже удобно, это круто. Вот это прям мне очень нравится. Также тут есть вот такой вот бардачок. Он достаточно вместительный. Тут есть вот такая вот полочка для книжечек разных. Есть вот такой вот тоже кармашек очень прикольный. Я не знаю для чего он, но он прикольный. Из разных плюшек и фишек. К магнитоле можно подключиться по Bluetooth. Также тут у нас есть климат-контроль, подогрев сидений, электрорегулировка зеркал, складывание зеркал. Мы вот так вот нажимаем. Фиг, опустилось. Фиг, поднялось. Супер. Мультируль, датчик света, датчик дождя. Но чего нету, так это электрорегулировки сидений. К сожалению, ее тут нету. У нас тут еще есть камера заднего вида и парктроники. Камера вот у нас включилась, и она у нас на зеркале. А еще ее можно выключить. И у нас будет просто зеркало. А если включить, у нас будет камера. Козырьки у нас тоже интересные, потому что у нас в козырьках либо есть свет, либо нет. Но тут решили сделать такой вот включатель. И это с пассажирской стороны то же самое. Еще, как ты думаешь, его можно выдвинуть? Нет. Он не выдвигается. Но он только вот так вот поворачивается. Ну тоже круто. Тоже круто, тоже удобно, тоже хорошо. Ну и понятное дело, тут есть регулировка руля. Она у нас получается в 4 стороны. На себя, от себя, вверх, вниз. А еще он забавно возвращается. Я думаю, все. Да? Да. Так, начинаем тест-драйв. Что я могу первое отметить, то что тут очень резкий газ. То есть чуть-чуть нажимаешь, и машине уже начинает становиться не очень хорошо, она начинает очень сильно дергаться. Почему так, я не знаю. При том, что она прогрета, она не холодная. То есть просто она очень дерганая. Возможно, я просто придираюсь. А возможно, она действительно достаточно дерганая. Опять-таки, тут после обычного седана ты сидишь как в, не знаю, как в каком-то внедорожнике. Посадка невероятно высокая. На другие автомобили ты смотришь свысока, ты смотришь, что ты там? Ты кто? И да, все-таки шумоизоляция. Сейчас мы едем 30. Да, тут еще какие-то камушки. Но шумоизоляции тут я бы не сказал, что прям сильно много. Кстати, забавный факт. Максимальная скорость у Hyundai'чика 178 километров в час. И, кстати, разгоняется он до сотни за 12 секунд. Автомобиль доставляет смешанные ощущения. Потому что едешь сначала, вроде все комфортно, вроде все четко, а потом ты начинаешь чувствовать, насколько он легкий. Он легкий и высокий, и это чувствуется, это очень чувствуется.
Но что здесь не особо чувствуется, так это скорость. Сейчас мы едем 60, и нет прям ощущения скорости. Мы еще выйдем сейчас на один участок дороги, там где можно ехать 100. Проверим там. По поводу обзорности. Обзор тут очень хороший. Зеркала большие, что плюс. Окна тоже большие. Лобовое большое. Еще и вот тут есть некие такие окошки. Сейчас мы едем не по особо хорошей дороге. Я думаю, что потому как виляет камера, гуляет по салону, это видно. Но ощущение... Да нормальное ощущение. Хороший автомобиль, понимаете? Он для города. Коробка здесь как будто вариаторная. То есть машина не особо прям резво стартует, зато очень сильно крутит двигатель. Он может вот сейчас 1000 оборотов в минуту. Я нажимаю чуть на газ, 2,5 сразу же, а машина не набирает скорость. То есть реально как будто вариаторная. С ее размерами, с ее расходом и стоимостью обслуживания, я считаю, что это хороший городской автомобиль. Вот для города он подходит прекрасно. Поехать в магазин, на работу, за детьми в школу или в садик. На дальняк я не знаю. Мне кажется, что как минимум водитель устанет за там 400-500 километров. По поводу шумоизоляции. Сейчас мы едем 100 км в час, и я думаю, вы сами все слышите. На 100 уже скорость чувствуется. Короче, это реально городской автомобиль. По автобану, по трассе ехать можно, да. В путешествие как бы отправиться можно. Но это будет не прям чтобы удобно и комфортно. Потому что ехать постоянно вот с такой вот с таким вот шумом по дороге, постоянно вот в таком вот каком вот прям сидячем положении, я не могу сказать, что я расслабился. То есть, тут прям сидишь как не знаю, как напряженный. Да, напряженный. Вот. То есть я считаю, что как бы километров 300-400 проехать можно, но дальше уже будет просто тяжело. Дальше уже будет тяжело, неудобно. А по городу вообще супер. По городу вот, мне кажется, она создавалась для города. Мне кажется, этот автомобиль хороший для новичков или, для города. Да, да. Для новичков тоже хорошо, потому что тут есть, в принципе, все, что должно быть в нормальном автомобиле. Я считаю так. Плюс он небольшой. Он небольшой, достаточно вместительный. Хорошая обзорность. Хорошая обзорность. Есть камера, парктроники. Зеркала большие, как ты и сказал, хорошая обзорность. Есть разные там клима, как вы все это видели. Для новичка вообще супер. Если у вас есть там лишние 10-15 тысяч евро, то я советую этот автомобиль приобрести. Это явно лучше, чем Smart. Да, да. Хотя тоже смотря какие у кого цели. Если человек ездит сам или, допустим, там с каким-то другом одним, то да, типа Smart нормально подойдет. А вот это, если вот вы недавно получили права, у вас есть семья, и вы вот так вот катаетесь. Вот для чего этот автомобиль. Это я могу сказать с уверенностью. Так что перейдем к заключению. Что я могу сказать? Это довольно-таки странный автомобиль. Очень смешанное ощущение. Но я точно могу его порекомендовать для людей, у которых там пару детей есть, которые ездят чисто по городу в магазин и обратно, возможно, на работу. Как бы для города прекрасный автомобиль. В нем достаточно места в салоне. Он очень удобный. В том плане, что есть куча разных кармашков, бардачки, подстаканники. Это правда, вот в жизни это помогает. Это очень клевые фишки. На дальняк я бы на ней не ехал. То есть в соседний город, даже ладно, 300-400 километров, возможно, можно было бы на ней проехать, да. Но мне кажется, что проехать там 1000 километров на ней было бы уже не очень удобно. Потому что и багажник не шибко большой, он как бы вместительный, но
согласитесь, что автомобиль не для путешествий. Плюс с большим весом мощность будет пострадает конкретно. Да, да. Плюс, нагрузив машину, там и так 125 лошадиных сил, она будет еще менее динамичной. Впрочем, на этом все. Спасибо вам за просмотр. А если хотите знать больше, подписывайтесь на Фортуна Авто.